Мне очень нравятся игры наподобие Dead Cells, Binding of Isaac, Slay the Spire. Эти игры одни из моих самых любимых в жанре roguelite. Когда несколько лет назад я сделал аимку для CSGO с процедурной генерацией, в душе я очень сильно хотел сделать полноценный roguelite режим. Ведь с него я и начинал, о чем я рассказывал в прошлом видео. Что ж, я наконец сделал roguelite режим для CSGO. Но, к сожалению, на счастье многим, выходит CS2, который, безусловно, является подарком всем фанатам серии с новым движком, новыми возможностями и перспективами. Однако сегодня CS2 выступает в роли главного злодея. Начиналось все с кооп-карты, которую я начал делать 3 года назад. С большими амбициями я не совладал, поэтому выпустил небольшую аимку, которая генерирует небольшую локацию с предметами внутри одной небольшой коробки. Не то, что на самом деле ожидаешь, когда слышишь что-то связанное с процедурной генерацией уровня, но это была аимка и проба пера скриптов, которая понравилась многим игрокам. Мои планы по кооп-карте после прошлого видео оставались в силе, но я не был уверен, что смогу реализовать это вот так сразу. Поэтому прежде чем приступать к полноценному roguelite режиму, я решил, что стоит попробовать что-то менее масштабное в плане габаритов, и выбор пал на режим Wingman, он же напарники. Одна из важных частей, в которой я решал, буду ли я делать тот или иной проект, это проверка особенностей движка, без которых некоторые вещи мне бы делать не особо хотелось. Так, например, с режимом Wingman было важно понять, можно ли менять размер планта. Не особо интересно получается, если у всех плантов всегда будет один и тот же размер. К счастью, CSGO позволяет это делать, но, правда, боты с бомбой как будто начинают не понимать, где находится плент, и шанс того, что бот сможет поставить бомбу, сводится почти к нулю. Второстепенным, но все еще важным, была навигационная сетка. Нужно было проверить, как хорошо сетка работает с ботами, будучи разбитой на очень маленькие квадраты, многие из которых будут заблокированы, формируя тем самым зону для движения. С этим более-менее все было хорошо. В остальном я старался уделить внимание каким-то деталям и генерации разных вещей. Больше различных предметов, больше разнообразных зданий, элементов на фасадах и, главное, больше вариаций самих плантов. На пути к созданию, конечно, встречались различные баги и непредсказуемые вещи, но в остальном получилась Wingman карта, в которой успешно генерируются планты, спавны, проходы и окружение. Однако в какой-то момент я понял, что что-то с картой не то. Результат мне не особо нравился, и, похоже, я уже испытывал, когда делал кооп-карту перед той самой аимкой. Мне снова пришлось отложить проект в ящик с надеждой, что однажды придет просветление, и я смогу его закончить. Но, к сожалению, карта до сих пор лежит в ящике, и судьба ее туманна. Параллельно с картой для режима Wingman мне прилетало несколько заказов, один из которых тренировочная карта, что мне было крайне интересно, так как задумка с обучающим режимом, в котором коридоры бы генерировались, у меня была и до этого, но руки не поднимались ее реализовать. В итоге на базе того кода, что у меня был, я сделал генерацию коридора. Он собирается из разных комнат, внутри которых есть места для спавна предметов, в основном коробок. За ними могут появиться боты, которых нужно отстреливать, чтобы получить очки. И я был рад результату, ведь наконец я сделал генерацию не одной комнаты, а сразу нескольких, что помогло мне решиться наконец осуществить то, к чему все шло изначально. Итак, за несколько лет мы наконец подобрались к блюду дня. Карта на прохождение с возможностью играть как в соло, так и с друзьями, с подбираемыми предметами, прокачкой, магазинами, уникальными врагами, способностями и боссами. Забавно, что изначально я планировал сделать этот режим к десятилетию CSGO, а в итоге получился прощальный подарок уходящей эпохи. Но обо всем по порядку. Как же реализовать подобное на движке, в котором есть огроменное количество ограничений? Как и в случае с Wingman картой, для начала нужно было убедиться, что я смогу реализовать некоторые вещи, без которых режим казался бы либо невозможным, либо затруднительным. Во-первых, переписывание урона. Я хотел, чтобы оружие наносило урон, отличный от прописанных параметров внутри движка, для того чтобы игрок мог самостоятельно прокачивать параметр урона, а боты могли становиться сильнее с каждой локацией. Казалось бы, вряд ли такое возможно, ведь выстрелит ты в голову, например, с АВП, как-никак ты нанесешь огромное количество урона, которое, скорее всего, уничтожит персонажа. Но, к счастью, в CSGO количество здоровья отображается максимум до 32 767.
И как только мы зададим игроку количество здоровья, равное 32 768, то есть на 1 больше, часть интерфейса внезапно исчезает, как будто у игрока вовсе и нет здоровья. Прописав уже 32 769 и еще на 1 единицу здоровья больше, мы увидим, что у нас как будто 1 хп. Но на самом деле у нас будет огромное количество здоровья, которое уже не потратить одной пинты свинца. Как раз в этот момент и вступает переписывание урона. Отлавливая события на получение дэмэджа, я возвращаю здоровье игроку и сам указываю, сколько ему снять, исходя из различных факторов, а именно от параметров таких как урон, удача, тип оружия, расстояние и многое другое. Игроку это незаметно, в то время как система успешно всех обманывает, таким образом предоставляя одну из ключевых механик режима. Во-вторых, предметы, которые дают игроку прокачку. Важно было понять, как грамотно собирать предметы, хранить их и показывать игроку его способности и параметры. К счастью, с этим практически не было проблем. Единственный минус в том, что CSGO не предоставляет хорошего инструментария для редактирования интерфейса игрока. Приходится выкручиваться либо всплывающими подсказками, либо ужаснейшим текстом, который лучше не увидеть на больших мониторах. Можно присоединить свои модели к камере игрока, но с этим методом отдельная горечь на душе. Некоторые интерфейсы реализованы именно таким методом, но тогда, когда игрок не двигается, потому что во время движения абсолютно все, что привязано к камере, начинает двигаться, и найти способ убрать эту тряску я не смог. А жаль, можно было бы сделать более дружелюбный и понятный интерфейс. В-третьих, сохранение. О да, играть в роуглайт, который рассчитан на несколько часов без сохранений, это вау. К счастью, в CSGO есть возможность, используя некоторые хитрости, сохранять файлы, а затем их читать. Метод далек от идеала, но это лучше, чем ничего. Сохранение работает автоматически и сохраняет прогресс игрока при каждой загрузке нового уровня. Так что если игра вылетит, вы сможете потратить заработанный опыт при следующей загрузке карты. И четвертое, самое главное, сама генерация. Напомню, что помещение воинки было простое, и вся генерация сводилась к размещению заранее предопределенных предметов. В тренировочной карте генерация была сложнее, комнаты объединяются в коридор, и в определенных местах появлялись предметы. Но для нового режима нужно было придумать что-то более комплексное. После пробы нескольких вариантов я остановился на следующем. Комната будет разделена на пол и отдельные стены. В модели пола хранятся данные об углах комнаты и потенциальные выходы. А модели стен имеют несколько вариаций по длине с некоторыми различиями. В случае же с фермерской локацией у каждой стены множество подмоделей, которые задают огромнейшую разнообразность внешнего вида. А главное, что все это внутри одной модели, что позволяет использовать всего одну сущность вместо нескольких. Таким образом, я могу соединить два разных пола в одну комнату, из которой может быть несколько входов и выходов, вокруг которых будут строиться стены. В итоге получилась генерация коридора из разных комнат, в которых иногда есть ответвления, такие как магазин или комнаты со случайными предметами. Во многом это стало возможно благодаря блендеру. В нем я освоил несколько базовых вещей, таких как создание простых моделей, несложных анимаций и примитивное создание и редактирование костей, что помогло в создании многих элементов, которые попали в режим. Генерация же предметов в прошлых работах была устроена следующим образом. Я заранее расставлял набор коробок и бочек и ставил в нужных местах триггеры, которые задавали диапазон возможного спавна предметов. Это сильно ограничивало свободу рандома, и это еще слабо сказано. В этот раз на карте не указывается заранее ни одна коробка. Вместо этого все предметы прописаны в отдельном файле с детальными параметрами, а определением места для спавна предметов теперь является сама модель пола. Указав углы комнаты, я могу получить ее форму, затем разбив ее на прямоугольники, я могу спавнить в них все, что захочется. Теперь вся область комнаты – это диапазон возможного спавна предметов, коробок, деревьев, зданий, всего чего угодно. Таким образом, разнообразность локаций стала гораздо обширней. Отдельные файлы в виде списков есть не только у предметов, но и для комнат, персонажей, врагов, оружий и детальной настройки локации. Вообще, весь код, что я раньше использовал для предыдущих работ, был переписан с нуля, так как старый был написан не лучшим образом, да и в целом я стал кодить иначе. Код все еще содержит в себе некоторые спагетти, но уже намного меньше. С новыми скриптами многие вещи стали намного лучше. Например, переписанный код выбора сида и определения рандома позволяет использовать генератор рандомных чисел более грамотно.
В старом коде любой чих привел бы к большим изменениям в создании локации, предметов и всего, что зависит от сида. Теперь же таких проблем не возникнет. Сам вид сида тоже претерпел изменения. Теперь он в формате 8 знаков, состоящих из букв и цифр, а это значит, что количество разных сидов аж 2,8 биллиона. 2,8 биллиона различных локаций и уровней. Вообще, теперь на код принеслась почти вся работа. В той же аимке и тренировочной карте было много предзаготовленных элементов, которые спавнились для разных целей. Теперь из таких заготовок есть разве что оружие и крупные сложные объекты вроде магазина и колеса фортуны. Зеленых Гордонов Фриманов, которых я использовал как точки спавна различных вещей, стало гораздо меньше. Спаун ботов игрока теперь полностью определяется скриптом. Почти каждая коробка или дерево может стать спавном бота, но лишь при определенных условиях. К сожалению, не обходилось и без проблем. Какие-то механики приходилось вырезать, от каких-то отказываться, а какие-то я просто не смог или не успел до конца реализовать. Так, например, я надеялся, что смогу использовать старый метод с разбиванием навигации, но так как размер поля, в котором генерируется карта, теперь очень большая, аж 20 тысяч на 20 тысяч юнитов, то при разбиении такой большой сетки FPS игры начинает падать до 1, что делает создание сетки абсолютно невозможной. Поэтому пришлось манипулировать ботами другими способами, все теми же скриптами. Были также вырезаны патроны для основного оружия, так как предполагалось, что бесконечные патроны будут только у пистолетов, а остальное оружие нужно было бы пополнять. Но, к сожалению, CSGO не позволяет ни получить, ни дать игроку патроны в нужном количестве. Вы можете либо восполнить все патроны сразу, либо использовать другие методы, которые приводят к очередным багам. И есть еще, кстати, раздатчик патронов из Danger Zone, который работает только в своем режиме, а в кастомном работать отказывается. Замечательно. В итоге было решено сделать все оружие с бесконечными патронами, что, как мне кажется, даже сыграло в лучшую сторону. Под нож попали и несколько карт способностей, которые были уже полностью функционирующими, но об этом немного позже. Некоторые механики переделывались или вовсе удалялись под корень. Например, раньше, чтобы взять дискету, у игрока должны были быть свободные слоты для них, которые можно получить, взяв любую карту. Я думал, что таким образом у игрока будет больше мотивации собирать карты, но это как-то не прижилось. Отдельная тема для обсуждения – это оптимизация. Движок предоставляет инструменты для оптимизации карты, которые в большинстве состоят из примитивной геометрии и статичных предметов, но оптимизировать карту, состоящую полностью из динамических объектов, таких как стены, полы, коробки и вообще все предметы, что есть на карте, это та еще задачка. Для начала я попробовал сделать систему, скажем, псевдолодов. Лоды – это уровень детализации, который позволяет отрисовывать вблизи модели более качественно, с большим количеством полигонов, в то время как вдали детализация уменьшается для сохранения производительности. В CSGO лоды не работают от слова совсем. Поэтому я схитрил следующим образом. Так как у многих стен и полов есть свои сабмодели, которые определяют детальность этих предметов, то я решил вычислять, в каких комнатах находятся игроки, оставлять хорошее качество полов и стен в соседних комнатах, а в дальних отключать сабмодели всех предметов по возможности. Такой трюк немного помог, но больше всего помогло уже полное отключение отрисовки еще более дальних комнат. Я решил также оставить прорывную технологию из 99-го «Сильный туман». Его я использовал еще на AIM-карте, но здесь, по задумке, он должен скрывать комнаты, которые не отрисовываются, а также напоминать, что мы находимся в виртуальной реальности. Многие текстуры в один момент пришлось ужимать, так как их вес был колоссально большим, из-за чего карта в один момент весила почти 900 мегабайт. Сейчас карта весит 700 из-за большого количества моделей стен для фермерской локации, но в архиве она весит 300 мегабайт, и в итоге из-за таких габаритов нередко встречается ошибка «не удалось найти выделенный сервер», что на самом деле означает, что карта еще не скачалась. Можно попробовать сменить сервер загрузки в настройках Steam, но это помогает далеко не всегда. И единственное, что может помочь, это просто ждать, попутно перезаходя в CS и Steam по несколько раз. Из-за обилия динамических предметов я надеялся, что FPS на карте будет хотя бы таким же, как в Danger Zone. По итогу FPS прыгает. Иногда он выше, чем средний в DZ, а иногда и гораздо ниже. Во многом это зависит от ботов и количества объектов вокруг. Можно сказать, что вырезан еще и сюжет, но на самом деле у меня просто не было времени что-то придумать. Я даже планировал сделать озвучку на манер официальных кооп карт, но в текущей версии, очевидно, никаких намеков на сюжет нет. Планировалось же нечто около следующего.
У Фениксов была тайная программа по тренировке солдат, которая работала в виртуальной реальности. Оперативники смогли выкрасть эти данные и попытались взломать программу. С помощью фирмы Converse была написана специальная программа под названием Rogue, которая использует большую часть украденных данных, многие из которых возможно получить лишь добывая информацию, они же очки опыта. Таким образом, построив специальный комплекс, оперативники могут, находясь в виртуальной реальности, изучать мудреные технологии Фениксов, проходя загадочную тренировочную программу. Ну окей, думаю, самое время наконец запустить саму карту. Вначале у игроков нет никакого интерфейса, так как они находятся в реальности, и все, что им нужно для начала, это взять в свои руки вот это современное оборудование. Да, очки доктора Романова, возможно, странноватый выбор. Изначально я планировал сделать модель полноценного виртуального шлема, но у меня не хватило времени, уж извините. Надеваем очки, и теперь игроки могут видеть интерфейс и элементы дополненной реальности. Можно детальнее изучать предметы, персонажей и различные подсказки, которые помогут игроку немного освоиться. Здесь мы остановимся на самом главном – комната прокачки. Подопытные постепенно прокачивают предметы, глядя на зеленую кнопку большой микроволновки, не суть. С каждым открытым блоком появляется возможность получить новый предмет или открыть новую категорию прокачки. В этой же комнате можно просмотреть все чертежи, бустер-паки и карты способностей, которых в сумме с картами проклятий больше сотни. Для этой красоты я даже купил яблопад, чтобы своими кривыми пальчонками что-то попытаться накалякать. Не скажу, что умею хорошо рисовать, но то, как получились карты, мне вполне понравилось. Отдельным челленджем было придумывание названий для карт, ведь название должно не только отражать суть самой способности, но и быть условно простым для нарисования. Например, понять, как нарисовать слабость сложнее, чем хрупкость, или как нарисовать карту, которую я назвал самобичевание, при том, что уже есть нарисованный мазохист. Такую карту пришлось переименовать в пустую колоду, так как уже существовали карты белая колода и красная. Какие-то названия изначально были подобраны с отсылками на другие игры, музыку, фильмы и прочие прелести. Только потом понимаешь, что называть карту цитатами HEV костюма из Half-Life не самая лучшая идея, и следует умерить пыл с отсылками, но да ладно. К картам детальнее я вернусь через минутку. После комнаты прокачки мы можем выбрать персонажа, у каждого из которых свои параметры и своя уникальная способность в виде особой карты. К сожалению, это одна из сырых механик. Особые карты выполняют свою функцию, но у них пока что нет хорошей визуальной индикации. Мне очень хотелось анимировать руки от первого лица, чтобы сделать больше визуального контакта с игроком, но все упирается во время и силы. Проблемой еще является и сама активация. К сожалению, CS не позволяет с легкостью отслеживать нажатие кнопок, но можно отслеживать определенные действия, поэтому сейчас активация происходит по осмотру оружия. Нажимаешь кнопку, как правило это F, и способность активируется. Но проблема в том, что пока игрок достает оружие или перезаряжает его, способность будет недоступна, ведь ты не можешь во время перезарядки осматривать свое оружие, а ведь зачастую именно в такие моменты способность могла бы стать палочкой-выручалочкой. Но да ладно, самих персонажей 8, хотя изначально планировалось больше, 4 из них открыты изначально и еще 4 можно открыть в разных категориях комнаты прокачки. Ну а дальше мы погружаемся в виртуальную реальность, и тут начинается самое интересное. Находясь в VR, мы проходим локацию от комнаты к комнате, встречаем различных врагов, подбираем предметы, посещаем магазины, колесо фортуны и в конце сражаемся с боссами. Начнем с предметов. Карты способностей. Они могут быть как хорошими, так и плохими, или же проклятыми. Хорошие карты дают игроку различные пассивные способности, которые действуют на протяжении всего забега. Проклятые карты, наоборот, дают негативный эффект. Такие карты можно случайно получить в колесе фортуны или же взять намеренно в бесплатном наборе с другими хорошими картами или дискетами. Почти любую карту можно удалить, что позволяет игроку брать проклятие с мыслью, что возможно выпадет не самое худшее зло, с которым можно добраться до конца уровня, где можно его удалить. Как я сказал ранее, в игре более сотни разных карт. Я старался делать способности как можно более уникальными и интересными. Некоторые из карт, к сожалению, не добрались до текущей версии режима, а некоторые перерабатывались по множеству раз. Например, Динамо-машина. Эта способность должна была заставить игрока постоянно двигаться. С каждым шагом игрок лечил бы себе небольшое количество здоровья, но как только он остановится, его здоровье будет стремительно падать до 1 хп. К сожалению, эту карту я решил временно убрать до лучших времен, так как не придумал, как лучше ее сбалансировать. Или вот, например, Альпинист. Это вообще самая первая карта, которую я сделал.
Она позволяет игроку забираться на выступы. Изначально уровни планировались более вертикальными, а среди уникальных комнат должны были быть мини-челленджи, в которых альпинист как раз бы очень сильно помог. Но в итоге получилось то, что получилось. Альпинист пригодился в итоге для других целей. Я выдаю его почти всем ботам. Да, боты тоже могут иметь свои способности и даже параметры, как и игроки. Это помогает им меньше застревать и перепрыгивать высокие коробки. Есть карты на поджигание, замедление и даже очарование. Какие-то карты позволяют эффективнее лечиться, какие-то меняют гранаты, есть карты на увеличение урона определенному типу оружия, а некоторые полностью переделывают расчет ваших параметров, меняя подход к выбору дискет. В общем, варианты для создания различных билдов присутствуют. Дискеты. В этом режиме они позволяют прокачивать основные параметры игрока. В текущей версии их 5. Здоровье, урон, технология, критический урон и удача. Есть еще множество дополнительных параметров, но остановимся на основных. Если здоровье и урон достаточно понятные вещи, то удача и тем более технология понятны далеко не каждому. Здешняя удача влияет на дополнительный параметр критический шанс, от которого и зависит то, с какой вероятностью вы нанесете критический урон. Также от удачи зависит шанс различных уникальных способностей вроде поджигания или отравления. Везение в колесе фортуны, ловушки из кейсов, шанс, что проклятая карта не сработает, все это и не только зависит от удачи. Технологию я всегда рассматривал как некоторый аналог интеллекта. От технологии зависит дополнительный параметр медицина, который влияет на то, насколько много здоровья вы будете восполнять. Так, например, если у вас будет отрицательная медицина, то с маленькой аптечки вы будете восстанавливать всего 1 хп, так что не рекомендую пренебрегать технологией. От нее также зависит урон от гранат и, что самое главное, некоторые способности карт скалируются именно от этого параметра. Чертежи. По своей сути являются оружием. Подбираешь чертеж, получаешь пушку, или несколько гранат. Все просто. Есть и другие собираемые предметы. Деньги, очки опыта, аптечки. Все они делают ровно то же, что и в других играх подобного жанра. Также стоит упомянуть бустер-паки. Это своего рода скрытые предметы, которые на тестах регулярно сравнивались с достижениями. И если ты выполнишь определенное скрытое условие во время забега, то получишь бустер-пак, открывающий уникальную карту, которую никаким другим образом получить будет невозможно. Первые 3 предмета, карты, дискеты и чертежи, можно получить в магазине, через колесо фортуны или из различных контейнеров, которые встречаются в игре как при очистке комнаты, так и по другим поводам. Механика магазина была вдохновлена аналогу из Dead Cells. Игроку предлагается несколько случайных предметов за определенную сумму, позднее магазин можно будет обновлять, а еще через некоторое время игрок откроет возможность выбирать категорию предметов. Колесо же фортуны было больше вдохновлено игральным автоматом из Айзека, хотя по большей части от него остался лишь концепт случайно выдаваемого предмета игроку за условную монету. На колесе есть 12 секторов, из которых открыты только 4. Есть 2 кнопки, одна улучшает колесо, заменяя плохие сектора на случайные, а если таковых нет, то раскрывает один из вопросов. И вторая кнопка, которая, очевидно, крутит само колесо. Контейнеров, которые я упомянул ранее, в игре многое множество. Какие-то выпадают при очистке комнаты в качестве награды, а какие-то либо находятся в специальных комнатах, либо хорошенько спрятаны. Еще были успешные попытки сделать некоторые механики, которые могли бы помочь игроку в трудных ситуациях. Так, например, если игрок должен умереть, то вместо этого у него остается 1 хп, даруя игроку последний шанс мгновенно исправить ситуацию. Есть еще механика мгновенной перезарядки, для этого игроку нужно убить врага кулаками, после чего оружие игрока будет перезаряжено. А при игре вдвоем или втроем можно оживить товарища, пожертвовав ему половину своего текущего здоровья. Стоит также отметить, что огромным челленджем был и остается баланс. Достаточно сложно сбалансировать всю ту кашу, что я тут решил заварить. Но раз я смог дойти до последней текущей локации после многих попыток, значит некоторый челлендж карта предложить все же сможет. К сожалению, карта готова лишь на примерно 80%. Несмотря на рабочие механики, полностью законченной карту я назвать не могу. Со стороны мне говорили, что у меня уже многое есть. И возможно это так. Но если откинуть упомянутые механики и предметы, то что же есть по локациям и врагам? В текущей версии есть далеко не все враги из тех, что были запланированы, не говоря уже о том, что не вся логика продумана для ботов. Некоторые враги были рождены путем заимствования и соединения нескольких идей. Так, например, мой друг Ансимист выпускал видео про хитбоксы, что в итоге вылилось в соломенного человечка.
для уничтожения которого нужна не столько грубая сила, сколько логика и точность, потому что убить его можно лишь выстрелив в каждую часть тела, ну или просто поджечь его. Изначально этот враг был пузырем, но его я сначала убрал, потом заменил соломенным, а потом решил, почему бы и не поставить его в более поздние акты режима. Также на первых локациях можно встретить фермеров с факелом, которые могут поджечь игрока, и фермеров со снежками, которые могут игрока замедлить. Эти три типа врагов, по моей задумке, должны ставить игрока в разные ситуации, заставляя его больше двигаться, точнее стрелять и выбирать, кого следует атаковать первым и каким оружием, а не просто отстреливать болванчиков. Есть также разные вариации врагов с огнестрелом. Отдельно, наверное, стоит отметить глич. Это был один из первых уникальных врагов, у которого регулярно меняется модель, а его способность резко исчезать и появляться в другом месте изначально предполагалась одному из боссов. Кстати, о боссах. В текущей версии их всего два. Каждого мне хотелось сделать немного интереснее, чем просто очередной босс-вертолет или любая другая техника, которую нужно просто выстрелить много раз. Детально описывать боссов я не буду, но для каждого из них я делал уникальные механики, чтобы бои выглядели интереснее. В довесок ко всему карта прошла через огромное количество багов на разных стадиях. Иногда я забывал прописывать нужные параметры для определенных объектов, что приводило к забавным ситуациям, а иногда режим просто так выдавал неизвестные мне ошибки, которые отловить было далеко не всегда просто. В текущей версии, к примеру, есть один баг, который я никак не могу исправить до сих пор. У игрока при заходе в первую локацию с ботами может перезагрузиться раунд, тем самым выкинув игрока в реальность, после чего игра работает в обычном режиме. Но почему он его перезагружает и почему это происходит, я не имею ни малейшего понятия. Освещение. О, твою за печень, освещение. Никому не рекомендую иметь дело с динамическим светом в CSGO. Отвратнейшая вещь. Я пытался добавить хоть немного света в первой локации, и результат этого кошмара, к сожалению, бросится вам в глаза сразу. Вообще, освещение – главная причина, почему локации в большинстве своем являются открытыми помещениями, за исключением разве что подвальных в остатках фермы. Пришлось отказаться от некоторых локаций как раз таки из-за освещения, а жаль, мне очень хотелось сделать генерацию подземки, но наоборот, где игроку нужно было бы забираться вверх по недостроенному зданию в стиле офиса или вертига, где генерировался бы каждый этаж. Кстати, локаций изначально планировалось 5 штук, из них 4 основных и 1 секретная, которая открывалась бы только при определенных условиях. Но так как я слишком много времени потратил на это, было решено сделать только 3 локации с 3 боссами, но даже это я не успел сделать. Одна из локаций — это остатки фермы, в которой нужно дать отпор фермерам и пробраться через подвальные помещения и большие поля, наполненные сеном, сараями, техникой и разным реквизитом. Вторая же локация, что-то вроде лесной. Пространство становится чуточку уже, видимости немного меньше, враги более агрессивны и так далее. Третья локация, назовем ее воздушной. Она немного недоработана. Для нее готовы модели полов и связывающих мостов. И, пожалуй, все. Я начал делать уникальных врагов, и даже есть идея к третьему боссу под эту локацию, но, к сожалению, я немного не успел. И раз уж я начал скатываться в немного минорную ноту, то стоит пояснить, почему же я назвал CS2 главным злодеем в самом начале. Дело в том, что некоторые особенности движка Source, на которых держатся ключевые механики, попросту не работают в CS2. Трюк с переписыванием здоровья здесь не провернуть, что дает первый удар под дых. Нет возможности сохранять файлы, так как не работают консольные команды, что позволяли это сделать. И, если честно, я сомневаюсь, что они и потом будут работать. Это уже удар ниже пояса. И контрольный выстрел в CS2 скриптовый язык Lua, в то время как в CSGO на протяжении 10 лет мапперы использовали Squirrel. Именно тут я вновь почувствовал значение фразы Dead Inside, глядя на мои 50 тысяч строк кода. И, честно, я теперь попросту не знаю, что ждет этот проект. Разумеется, получив доступ к инструментам второго сорса, я буду смотреть, что можно будет сделать, но пока что все выглядит очень туманно и даже беспросветно. Я очень хочу, чтобы разработчики CS2 обратили внимание на этот проект. Добавили Squirrel в качестве скриптового языка, позволили менять хп и сохранять файлы, но да, кого я обманываю. Именно поэтому я решил выпустить карту в том виде, в котором она есть, с некоторыми багами и вылетами, без некоторых врагов, без одного босса и без концовки. Но в нее все еще весело играть. Тем более, что карту можно проходить как одному, так и вдвоем или даже втроем. В ней есть много чего открывать и находить. И мне дико обидно, что идея, которой я грезил 3 года, теперь, скорее всего, просто канет в небытие. Огромнейшая благодарность моим друзьям. Ансимист, Депозит, Консоль, Гейб Фолловер, Юра Нагребецкий,
Nexus, Aquarius, Hell, Барс, Морозов. Большущее вам спасибо за помощь с тестированием карты, предложением идей и моральный вклад в мою психику. И спасибо вам, таинственные зрители, за то, что досмотрели этот бред сумасшедшего до конца. Жду ваших предложений о том, как можно было бы улучшить, изменить или дополнить данную идею. Надеюсь, вам понравится данный режим и приятной вам игры.